Полярник Нансен – спаситель России и русских. В последние годы в России сформировано мнение, что Запад глубоко враждебен, населен людьми, ненавидящими все русское и склонными к обману наивных славян. Разумеется, это политически ангажированное и откровенно бредовое клише, призванное усилить конфронтацию и укрепить политику осажденной крепости. На деле, в минуты проигранных войн, революций, голода, именно Запад, а не Восток, быстрее приходил на помощь русским людям. Один из таких моментов – титаническая роль Фритьофа Нансена, знаменитого норвежского исследователя. Он чуть было не покорил Северный полюс, чудом выжил в той тяжелейшей экспедиции. В 1913 году он объехал всю Россию от Урала до Владивостока и обратно, до Санкт-Петербурга. О его научной и исследовательской деятельности знает любой школьник, но вот о том, как он, используя свой авторитет и влияние, помогал русским людям, не знает практически никто из обывателей, а работа его в данном направлении была огромна. Первый проект Нансена был связан с военнопленными, которые после Первой мировой войны были просто брошены на произвол судьбы своими государствами, а особенно Советской Россией. Война завершилась крахом империй. Рухнули Российская и Австро-Венгерская, поставлен на колени Кайзеровский рейх, шатается и Британское Содружество, лихорадит Францию, а османы наконец почили во тьме веков. Никому нет дела до несчастных солдат. Более 300 тысяч человек, уроженцев России, из тех, кто добровольно решил вернуться, Нансену удалось вернуть на родину, правда, родина была уже иной, но это был путь домой. Нансен понимал, что Россию ждет голод, и необходимо срочно готовиться к оказанию ей помощи, чтобы избежать надвигающейся катастрофы. И когда этот голод наступил, Нансен создает комитет помощи голодающим, возглавляя его. Миссия работала в Украине и на юге России, создавая бесплатные кухни для умирающих от голода людей. В республике немцев Поволжье голодало до 99% населения, центром которой был Маркштадт. Люди питались суррогатами. Процветал массовый каннибализм. В Баронском уезде крестьяне целыми семьями запираются в банях угарных, предпочитая такую смерть мукам голодным, пишут «Саратовские известия» в 1921 году. Чем сильнее становился голод, тем более ужасные вещи шли в пищу. Падаль животных, кожаные вещи, речной ил, торф. Ели крыс. Ели серую глину, которая позволяла жить еще около недели, в отличие от обычной глины, которая, попадая в желудок, не выходила наружу и сразу приводила к смерти. Голодом были охвачены порядка 35 губерний, порядка 70 миллионов человек. Самым страшным голод был в Поволжье. Официально считается, что тогда в России от голода погибло 5 миллионов человек. С осени 1921 по лето 1923 года миссия Нансена ввезла в страну 80 тысяч тонн продовольствия, собрала в Европе и передала российским голодающим 117 тысяч продовольственных посылок от простых граждан европейских стран. В пик голода, в августе, миссия кормила 1,5 миллиона человек, чем спасла их жизни. Ужасы революции, гражданской, привели к запустению полей, потере хозяйственников, а также зерно активно вывозилось для продажи, голод стал неизбежен в общем коллапсе. Большевики отнимали все до последнего зернышка, обрекая людей на гибель. За то, что Нансен стал помогать большевикам, его жесточайше критиковали в Европе, не считая проблему серьезной. Но Полярник сумел убедить весь мир в обратном. Он открыл сеть столовых, где бесплатно кормили всех нуждающихся. Там русские крестьяне впервые попробовали сгущенное молоко, которое готовили по английским стандартам, а также крестьянам активно готовили норвежскую рыбу, так как в самом Поволжье большевики запретили лов без получения лицензии в Саратове. Фотографии, видеозаписи, сделанные в поездке по Поволжью, образцы суррогатных продуктов, которыми питались голодающие, все это Нансен использовал в своих выступлениях и лекциях.
Чтобы продовольствие не иссякало, исследователь ездил по разным странам Европы, по США, показывал фотографии, рассказывал об ужасах голода, призывал помочь России. Большую часть своей Нобелевской премии мира он потратил на ликвидацию последствий голода. Еще одна очень важная миссия, которую осуществил для русских Нансен, это его деятельность по обустройству в европейских странах русских беженцев после гражданской войны. Большинство беженцев не имело никаких документов, они нелегально жили в стране, куда их забросила судьба, и были обречены на безработицу. Они также не могли выехать в другую страну, поэтому перебивались случайными заработками или нищенствовали. Уделом русских мигрантов, независимо от статуса ранее, были мелкая торговля безделушками, чернорабочие, проституция, армия или нищета. Все эти проблемы Нансен поднял в Лиге наций и предложил узаконить нахождение беженцев выдачей удостоверения, которое получило свою известность как Нансеновский паспорт. Этот паспорт давал право оформляться на работу и получать въездные визы в другие страны. Это было исключительное по своей значимости событие, которое в корне меняло положение беженцев и давало им возможность обосноваться на новом месте. С ним те, кто оказался в Турции или Китае, смогли уехать в новый свет, где была работа, земляки и социальная поддержка. Большевики объявили более миллиона уехавших из Российской империи лицами, лишенными гражданства. Восстановить его было можно, но явившись в советское консульство, что было крайне опасно. В начале июля 1922 года Нансеновский паспорт был окончательно утвержден. Право на его получение предоставлялось также и 320 тысячам армян, спасшимся от резни, а также грекам и туркам, где взаимная этническая чистка вежливо называлась обменом населением. Нансен сам много ездил по советской стране и поддерживал постоянный контакт со своими людьми и с советскими властями. Он не боялся свирепствовавших тогда болезней – сыпного тифа, холеры, малярии, чумы. Своим людям Нансен советовал носить одежду из гладких тканей, за которые насекомым невозможно зацепиться, и с минимальным количеством отверстий. Он предписывал соблюдать строжайшую гигиену и почаще употреблять дезинфицирующие средства. Роль Нансена в помощи России такова, что ее очень сложно переоценить. Тем печальнее, что его деятельность почти забыта и неизвестна широкому кругу лиц. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.